Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня я хочу вам показать, как правильно сажать нарциссы осенью. Здесь у меня сразу 4 сорта: Flower Drift, Triplet, Dutch Master, Candy Princess. Перед вами луковицы Candy Princess. Трудно представить себе дачный участок без желто-белых или синих россыпей нарциссов. Цветок безупречен во всех отношениях, неприхотлив как в условиях роста, так и в уходе, морозоустойчив, не имеет претензий к освещенности и к почвам. Болезни особо не беспокоят, вредителей тоже, даже мыши не едят. Боятся грызуны ядовитых веществ, содержащихся в растениях. Еще один плюс: большинство сортов не надо выкапывать ежегодно. Растут на одном месте 5-6 лет, не теряя при этом декоративности. Сроки посадки нарциссов осенью зависят от климатических особенностей региона. Северные районы открывают посадочный сезон где-то в августе, центральные районы средней полосы в сентябре. У южан этот период может продлиться до ноября. Корректив обычно вносит текущая погода, из-за чего сроки могут существенно сдвигаться в ту или иную сторону. Ну и как видите, мне посчастливилось приобрести луковицы нарциссов сразу с детками. И в принципе такие гнезда можно разделить. Делать надо это, конечно же, очень аккуратно. Если они поддаются вот так вот разломать их, то, конечно же, лучше их разделить. А если они не поддаются, то лучше этого не делать и подождать еще 1 год. Ну, давайте я вам еще на примере одной луковицы покажу. Решение по делению каждого гнезда принимается отдельно. Дочерние луковицы, которые уже успели достаточно округлиться, обычно хорошо отламываются от донца материнской луковицы. Такие луковицы отделяйте. Что касается шелухи луковицы, то та, которая шелуха снимается, то снимайте. Если она не отделяется, то не надо этого делать. Прежде чем приступить к посадке луковиц нарциссов, их необходимо обеззаразить от вредителей и болезней. В качестве препарата я всегда практически использую препарат Максим, проверенный годами, очень себя хорошо зарекомендовал. Максим – это препарат защитно-контактного действия, уничтожает инфекции на поверхности посадочного материала и в почве. Разводится этот препарат очень просто. 2 мл, вот эта ампула, разводится на 1 литр воды. Хочу вам дать очень хороший совет. Если у вас много луковиц цветов, то лучше покупать вот такой вот бутылек. Здесь 25 мл препарата Максим. И по цене, кстати, очень выгодно. Просто вот человеческий вам совет. Если у вас много луковиц, то вот такой бутылек намного экономичнее покупать. Итак, теперь я еще возьму здесь 2 мл, так как у меня здесь 2 литра воды, и разведу. Кстати, пользуйтесь перчатками, это я такой безбашенный у вас. Что еще я хочу сказать про этот препарат? Если вы его уже развели в воде, то этот препарат работает только 24 часа. После 24 часов этот препарат перестает действовать. Теперь сюда опускаем луковицы нарциссов, и нам необходимо в этом препарате выдержать их ровно 30 минут. Пока луковицы нарциссов у нас проходят обеззараживание, я подготовлю место под посадку этих цветов. Так, когда сажать нарциссы? Главный ориентир – температура. Если на поверхности почвы термометр устойчиво, то есть хотя бы в течение 10-14 дней показывает около плюс 8 градусов, и дело идет к похолоданию, можно готовить луковицы к посадке. Для нарциссов подойдет, если не солнечное, то хотя бы место в полутени деревьев или кустарников. Они лучше растут на суглинках кислотностью, близкой к нейтральной. Почва должна обладать хорошей влагопроницаемостью. Если почвы тяжелые по механическому составу, их облегчают внесение песка. Легкие, наоборот, улучшают и обогащают, добавляя органику, перегной, компост и глину, которые помогают удерживать влагу. Посадочная яма у меня готова, и теперь на дно ямы я теперь добавляю песок. Песка я добавляю, чтобы слой у меня был примерно 3 сантиметра, и равномерно все распределяем. Песок мы добавляем в качестве дренажа. Благодаря песку у нас луковицы не загниют. То есть вода у нас не будет застаиваться. Добавлю я обязательно на дно лунки золу. Золу я добавляю буквально 2 щедрые такие горсти. Она у нас послужит в качестве удобрения. Это очень хорошее кальциевое удобрение. И плюс зола у нас защищает наши луковицы от вредителей, несмотря на то,
что у нас луковицы сами себя защищают от вредителей. Но лучше добавить, ничего страшного не будет, это только плюс. Теперь я посадочную яму присыпал землей и опять же все хорошенько разравниваю. Теперь приступаем к посадке самих луковиц нарциссов. Прошло у меня, естественно, 30 минут. Луковицы у меня уже прошли обеззараживание. И теперь у меня здесь в баночке зола. И луковицы, которые мы отделяли детки, их необходимо донце в тех местах, где мы отламывали, окунуть в золу. Это защитит на время, как раз когда ранка заживет, от вредителей и от болезней. Расстояние между луковицами держите от 10 до 15 сантиметров в зависимости от размера луковицы. Если луковицы у вас сильно крупные, то допускается расстояние, когда вы высаживаете луковицы, до 25 сантиметров. Детки луковиц смело высаживайте на расстоянии 10 сантиметров. После того, как мы распределили луковицы нарциссов, начинаем их присыпать землей. Я чередую всегда с перепревшим навозом, то есть с перегноем. Сначала слой земли, потом слой перегноя, потом опять слой земли и опять слой перегноя. Потом обязательно я добавлю вот такое вот удобрение, которое называется фосфорно-калийное. Из расчета 30 грамм на 1 квадратный метр. Прям сверху посыпаю, и этого будет достаточно. Потом сверху опять же я все это удобрение присыплю землей. И тем самым у нас удобрение будет сверху, и когда будет производиться полив, все макро- и микроэлементы пойдут у нас вниз к луковицам. На какую глубину сажать нарциссы? От 10 до 20 сантиметров. Но говорят еще так, на 2-3 глубины луковицы. То есть если у вас луковица, к примеру, 3 сантиметра, небольшая такая, то такую луковицу сажают на глубину 9 сантиметров или 12 сантиметров. Давайте я вам немножко объясню. Если вы луковицу посадите на глубину 9 сантиметров, то весной нарциссы у вас появятся раньше. И если есть вероятность обратных заморозков, то могут даже эти нарциссы подморозить. Если вы посадите на глубину 12 сантиметров, то у вас, естественно, нарциссы появятся чуть позже, и вероятность уже обратных заморозков, вероятно, уже пройдет. Тем самым выигрышный вариант, когда вы посадите луковицу нарцисса немножко глубже. И еще, если вы посадите нарциссы 3-сантиметровые на глубину 9 сантиметров, то тогда у вас они цвести будут в мае. А если вы посадите их глубже на 12 сантиметров, то тогда этот нарцисс будет у вас цвести в июне. Это, конечно, все приблизительно, но все-таки постарался вам немножко это объяснить. Ну а дальше, конечно же, выбор за вами. Как вам лучше, так и делайте. Ну что ж, посадка у меня завершена нарциссов. Желаю вам всем красивых цветов в вашем огороде. Всем пока-пока.